Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о музыканте Андрее Макаревиче и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Музыкант группы «Машина времени» Андрей Вадимович Макаревич, 2 года назад уехавший из России в Израиль, в последнее время не сходит с центральных полос западной прессы. Всему причина — криминальные поступки и похождения известного музыканта. Зрители с большим стажем до сих пор могут помнить крупный криминальный скандал с участием Андрея Макаревича, который произошел год назад в Германии. Андрей Вадимович, находясь на музыкальном концерте в Германии в городе Штутгарт, во время интервью центральной прессы неожиданно вышел из себя и оттолкнул немецкого журналиста, который в результате толчка упал с балкона 3-го этажа. Молодой немецкий журналист по имени Отто Шницель скончался от полученных травм, а Андрей Макаревич временно оказался в немецком следственном изоляторе. Однако благодаря помощи супруги Андрея Макаревича Эйнет Кляйн, родители которой являются крупными немецкими чиновниками, Андрею Макаревичу удалось избежать уголовного наказания и выйти на свободу. Однако накануне произошло новое криминальное событие с участием Андрея Макаревича, которое может поставить не только крест на его музыкальной карьере, но и лишить свободы на длительное время. Чрезвычайное событие произошло накануне в Голландии, в городе Амстердаме, в одном из местных центральных ресторанов. Андрей Макаревич вместе со своей супругой Эйнет Кляйн, а также известный пародист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин и российская певица Ольга Бузова собрались в центральном заведении, чтобы отпраздновать семейный праздник Андрея Макаревича и его супруги. Андрей Макаревич и Максим Галкин оказались в Голландии, так как давали в этой стране музыкальные концерты, а Ольга Бузова приехала в Амстердам, чтобы навестить свою двоюродную сестру. Но вместо счастливого семейного праздника торжество обернулось трагедией. Во время праздничного застолья Андрей Макаревич и Максим Галкин увлеклись спиртным, и между ними возник конфликт. Однако позже Андрею Вадимовичу не понравилась работа местного официанта. По мнению Андрея Вадимовича, официант местного ресторана долго исполнял заказы и приносил некачественную пищу. Однако последней каплей терпения для Андрея Вадимовича стал тот факт, что его супруга Эйнет Кляйн во время употребления пищи подавилась и ей стало плохо. Разгоряченный спиртным, Андрей Макаревич потребовал объяснений от музыканта, однако, не получив должного ответа, перешел к решительным действиям. Несколько лет назад Андрею Вадимовичу Макаревичу один из его поклонников подарил коллекционное холодное оружие, которое с тех пор Андрей Вадимович постоянно носит с собой. Именно в результате этого и произошло чрезвычайное событие. Андрей Вадимович, разгоряченный и обиженный за супругу, лишил жизни голландского официанта. В Голландии очень строгие законы, и Андрей Макаревич там абсолютно неизвестен. По данным зарубежной прессы и антикоррупционного комитета, известного музыканта ждет серьезнейшее наказание. Андрей Макаревич на данный момент находится на допросе в голландской полиции. Туда же доставили Максима Галкина, Эйнет Кляйн и Ольгу Бузову как свидетелей. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, принесла публичные извинения перед жителями Красноярска за срыв музыкального концерта, посвященный Дню Металлурга, который произошел несколько дней назад. Певица Глюкоза объяснила свое более чем странное поведение тем фактом, что она принимает медицинские препараты антидепрессанты, которые повлияли на ее состояние и поведение. Однако одними извинениями дело не обошлось.
Певица Глюкоза выплатит штраф в размере 5 миллионов рублей за штраф концерта, а также моральный и материальный ущерб всем зрителям музыкального выступления в расчете 10 тысяч рублей на человека. Благодаря антикоррупционному комитету Никиты Михалкова утверждается новый закон в отношении российских блогеров. С 1 сентября текущего года все российские блогеры будут перечислять 10% своего профессионального дохода на социальные проекты Российской Федерации и еще 10% на финансовую помощь пенсионерам по возрасту, малоимущим семьям и семьям участников спецоперации. Помимо этого, команда Никиты Михалкова продолжает борьбу за чистоту культуры и достоверности информации в российской прессе и интернете. За последние дни, благодаря действиям организации по борьбе с преступностью и коррупцией, было закрыто еще 5 видеоканалов, которые обвинялись в недостоверности информации о артистах и антикоррупционном комитете. Были закрыты такие каналы, как «Новости», «Последние новости», «Срочно» и многие другие. Хозяева каналов также были арестованы. Они выплатят моральный и материальный ущерб и будут подвергнуты уголовному наказанию. Буквально несколько минут назад поступила печальная новость о известном певце Филиппе Киркорове. Филипп Бедросович вместе со съемочной группой застрял в горах города Сочи из-за непогоды. Филипп Киркоров и съемочная группа просят о помощи, подает сигналы СОС. По словам известного артиста и съемочной группы, вода поднялась на 10 метров, и они находятся в опасности. По последним данным, к артистам и съемочной группе на данный момент спешат службы МЧС. Певицу Лолиту Милявскую обяжут выплатить 1 миллион рублей за срыв музыкального концерта в городе Самаре. Известная певица опоздала на свое выступление ровно на одни сутки. Колоссальный ущерб понесли не только организаторы концерта, но и зрители. По последним данным, все последующие музыкальные концерты Лолиты Милявской отменены, а зрители, которые не побывали на музыкальном выступлении, получат возмещение морального и материального ущерба. Сегодня утром был арестован муж Ксении Собчак, известный театральный режиссер Константин Богомолов, за то, что он использует свой театр не по назначению. Стало известно, что несколько дней назад Константин Богомолов без согласования с местными властями сдал в аренду здание театра известному блогеру, который распространял фейковую информацию о Российской Федерации и спецоперации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их действия, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.